Маятники болезней. Каждый хотя бы раз в жизни чем-нибудь болел. Болезнь создает массу неприятностей и беспокойства для человека, порождает негативные мысли и эмоции, которые излучаются в пространство. Эта энергия является благодатной почвой для развития маятников, связанных с болезнями. Они всегда очень хорошо усваивают негативную энергию. Маятники, порожденные болезнями, являются одними из самых могущественных. Это прежде всего сами болезни и эпидемии. В оппозиции к ним находятся всевозможные маятники медицины. Представляете, какие это мощные структуры? Клиники, санатории, институты, фабрики, аптеки, наука, образование. Декларированная цель маятников медицины – борьба с болезнями. На деле эта борьба порождает массу негативных явлений, свойственных деструктивным маятникам, потому что их главная цель – удержать и привлечь приверженцев. Например, официальная медицина враждебно относится ко всем нетрадиционным, то есть не принадлежащим к ней, методам лечения. Критика устаревших или неверных представлений, если она исходит от приверженцев знахарства, будет объявлена антинаучной. Любые новые методы лечения, ему принадлежащие, будут встречены крайне недружелюбно. Приверженцы нетрадиционных методов, в свою очередь, не прочь при случае кинуть камень в огород ортодоксов. Человек, находящийся под влиянием маятников болезни или медицины, не может вернуть самочувствие своей юности того времени, когда вопросы, связанные со здоровьем, едва ли могли волновать. Вы не придавали этому значения и просто не обращали внимания на свое здоровье, потому что оно вас не беспокоило. Соответственно, энергетическое излучение не включало в себя частоты маятников болезней. С возрастом вы постепенно в той или иной степени попадаете под влияние маятников. Излучая энергию на их частотах, вы отдаете им энергию, попадаете в зависимость и перемещаетесь на болезненные линии жизни. Поэтому для обретения прежнего здоровья необходимо прежде всего освободиться от связей с ними. Это означает не впускать в себя информацию от маятников и не принимать участие в их играх, то есть применять метод провала. Если же вас серьезно беспокоит болезни, нужно играть в игру лечения и заботиться о своем теле, тогда это будет метод гашения. Рассмотрим несколько примеров поведения маятников болезней. Реклама медикаментов каждый день демонстрирует вам счастливых людей, принявших определенное лекарство и поэтому получивших здоровье. Да что там здоровье, они добиваются полного успеха во всех делах. Заманчивая приманка. Работает безотказно, поскольку, как мы с вами уже обсуждали, большинство людей живут в полусознательном состоянии. В ваш мозг закладывается программа «Иди в аптеку, принимай лекарства и получай награду полный порядок во всех делах». Но это еще не так страшно. В этой рекламе кроется другая, более глубокая, скрытая программа. Задумайтесь, в рекламе, как правило, показывают вполне нормальных, привлекательных и даже преуспевающих людей. А вы что, хуже? Все эти люди чем-то болеют, хотя и быстро выздоравливают от принятых лекарств. И вы такой же. Всем нам вдалбливается в сознание и в подсознание тот факт, что мы предрасположены к болезням, уже больны или скоро заболеете. И многие принимают эти условия игры. Это и есть не декларированное, а подлинное лицо деструктивного маятника. Его задача не излечить человека от болезней, а сделать своим приверженцем, то есть внушить, что он болен и должен принимать лекарства. И еще один любопытный метод привлечения приверженцев прогнозы – неблагоприятных погодных условий. За основу берется информация о магнитных бурях, колебаниях атмосферного давления и других неблагоприятных факторах. Заметьте, все эти явления происходят в той или иной степени, практически каждый день. Исходя из этих данных, строится прогноз, кому, с какими болезнями сегодня или завтра придется туго. Забавно послушать раз-другой, как маятник аж захлебывается, перечисляя всевозможные болезни и неизбежные последствия для их обладателей. Но потом становится жутковато. Представляете, какая разрушительная программа закладывается в сознание и без того нездоровых людей? Послушать подобное, так можно подумать, что лучше вообще из дома не выходить,
или сразу ложиться в ящик. Конечно, неблагоприятные факторы влияют на самочувствие, но зачем же себя изначально настраивать на это? А ведь многие, особенно пожилые люди, прислушиваются к этим излияниям маятника и заранее составляют себе программу недомоганий и обострений, как по приговору. Подобные прогнозы представляют собой образец наглого и циничного стремления маятника подчинить людей своему влиянию. Но и самый классический сюжет – разговоры о здоровье со знакомыми и близкими. Как правило, разговоры ведутся не на тему укрепления здоровья, а на тему болезней и их лечения. Один с упоением описывает, как он возится со своими болячками, а второй с готовностью кряхтит в ответ «да», дескать, старость не радость. Участники такого общения активно излучают энергию на частоте маятников болезней. Эта энергия также заразна, как и болезнетворные микробы. Избегайте подобного общения, иначе сами не заметите, как перейдете на частоту излучения болезни. Идентифицировать маятник болезни очень просто, он завлекает вас информацией о болезнях и их лечении. Если вы решите игнорировать эту информацию, то есть пропускать мимо ушей, не принимать всерьез, маятник будет обескуражен и оставит вас в покое, это его провал. Если встретите эту информацию здоровым смехом и издевками, маятник в ужасе помчится от вас прочь, это его гашение. Расставшись с маятниками болезней, вы получите полную свободу, но она не может длиться долго. Так уж устроен человек, что ему необходимо быть приверженцем каких-нибудь маятников. Поэтому рано или поздно вы рискуете снова попасть под их влияние. Чтобы этого не случилось, вам необходимо выйти из подвешенного состояния, примкнув к маятникам оздоровления. Они заведуют всем, что связано с укреплением тела и духа. Станьте приверженцем здорового образа жизни, и вы поймете, как это радостно и увлекательно, по сравнению с унылой и тягостной борьбой с болезнями. Совершенно очевидно, что если человек занят заботой о своем хорошем самочувствии, он излучает энергию на частоте здоровых линий, и поэтому ему не до болезней. Таким образом, вы видите, что существует два совершенно противоположных образа жизни – лечение болезней и забота о здоровье. Очевидно, что по отношению к болезням первый относится к внутреннему намерению, а второй к внешнему. Вы сами выбираете свой образ жизни.